Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлик на связи прямо сейчас, политтехнолог. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Друзья, начать я хочу наш разговор сегодняшний с румынской тяги. Но это не вид физкультурного упражнения, хотя для Еврокомиссии, судя по всему, именно он. Многие уже провели параллели, что, слушайте, а что такое? То есть там ситуация с Прибалтикой, только-только вот-вот, да, вызывают российского представителя, в общем, это вы перенаправляете эти дроны рэбом, вот такая. А тут, собственно, целая Урсула вышла, говорит, надо защищать границы, НАТО экстренно соберется, говорит, Ступ, ну и вообще, как бы, реакцию европейского сообщества на удар дроном, который попал в приграничный город румынский, там в крышу врезался, пожар был, квартира сгорела, там пострадали люди, но никто не погиб, но тем не менее, вот такой вот переполох делают. Что это означает, к чему это ведет? И вот все-таки, если пытаться сравнить, да, вот этот накал страстей прибалтийский, тоже вроде как Евросоюз, и румынский, что бы вы отметили? Слушайте, ну на самом деле, как мне кажется, это просто последовательная вполне себе история по повышению ставок, да, и мы наблюдаем это достаточно давно. В общем-то, в тот самый момент, когда зашли окончательно в тупик переговоры трехсторонние, Соединенные Штаты, Украина, Россия, вот с того самого момента все начало развиваться в ключе все-таки повышения ставок и, ну, наверное, все-таки эскалации какой-то. Вся совокупность происходящего просто говорит в пользу этого. И история с Прибалтикой, ну, это, конечно же, история про разогрев темы сначала. Заявление Туска про нападение России через 3 месяца, или точнее несколько месяцев, будет так вернее, цитата, это тоже про разогрев. Предыдущий инцидент на румынской границе с британскими истребителями НАТО, которые якобы сбили какие-то дроны, но на самом деле никаких дронов не сбивали, но гвалт тоже был приличный. История про постройку Украиной оборонительных сооружений на границе с Приднестровьем, там зубы дракона установлены, зубы Зеленского, если угодно, да. Истерия, которая подлинно разразилась вокруг белорусского вопроса где-то с середины апреля и только нагнетается и нагнетается, это все, как мне кажется, про повышение ставок. Ну и, естественно, учения с применением французских элементов ядерного зонтика на Балтике, ответные, ну или не ответные, а штатные, но которые выглядят как ответные учения российско-белорусские и американские, все выглядит как повышение ставок. Я далек от мысли о том, что прям вот действительно сейчас Европа готовится к какому-то прямому столкновению с Россией и не готовы, и не будут готовы никогда без участия американцев на самом деле. Но то, что все выстраивается в логике обоснования очередных, точнее, продолжения войны на 2-3 года, ну вот как-то это так точно выглядит. Плюс я бы всерьез относился к вероятности самого разного толка провокаций, которые должны породить собой новые очаги напряжения между Россией и Европой или прокси Европы, если угодно. Ну, как-то так, наверное. То есть все готовится к пролонгации ситуации с глобальной европейской войной, которая и пусть и идет в формате прокси-войн, к сожалению, в том числе на территории Украины, еще на какой-то период. И все, конечно, в эту логику выстраивается после того, как зашли в тупик переговоры. А, Михаил, ну давайте так. Это же эскалация и повышение ставок, она же чем-то должна подкрепляться. Ну, то есть дроны, ну окей, да, например, там Рада, которая не голосует пакет под деньги, но тем не менее, в общем, Зеленский это проводит через какой-то меморандум, который вот ратифицирован. Ну, короче, то есть Да. законодательства нет, это все игра, это все такие наперстки. Тут есть порошенковцы лютые, типа там Борислава Березы, вот эти все. Они что говорят? Они говорят, что смотрите, когда у Зеленского все классно, он ни с кем не встречается, а тут встречается с фракциями разными, тут встречается со всеми, тут уже и все с ним идут на контакты, как Родина же в опасности. Во всем этом, кажется,
ну, вот эта вот изворотливость Зеленского, она и проявилась. То есть, ну, фиговый листок, который прикрывает срам и тяжелое положение самого Зеленского вокруг вот этих всех вещей. Понятное дело, что никто, ну там тоже интересно, румыны вышли и сказали, 4 минуты где-то мы не успели, там юридические, еще какие-то процедуры, все так тычут пальцами, смеются, но на самом деле ничего смешного нет. Ну, Румыния с кем воюет? Ни с кем. Ну, то есть, понимаете, тут нет вот этих всех, скажем так, вот этого всего задействования, всего механизма государственного там по отражению, еще чего-то. То есть вы действительно трезво смотрите на эти вещи. В каком плане? Ну так, а зачем Европе вот эта вот война с этими дронами, с этими всеми перестрелками, ракетами и так далее? Это все, вот в том-то и дело. Вы очень верный лейтмотив подметили всего происходящего, что есть совершенно одна сфера, она практическая и выглядит скорее как большой-большой бизнес на войне. Да? Ну и, естественно, политические маневры и политические устремления. И есть вот эта вот вся виртуальщина. Знаете, мне напомнило это одну историю с 2019 года. Давайте так, без называния фамилий и брендов, одна политическая партия, очень мощная, серьезным финансированием, проигравшая, не прошедшая в парламент. И вот когда пошел разбор полетов, одна из барышень политтехнологов, известная на Украине, сказала на вопрос, так, ё-моё, а что же произошло? Она сказала, метамодерн. Понимаете, вот происходящее сейчас, мне кажется, это просто олицетворение этого понятия метамодерн, когда все ушли на войну, и никто не явился на самом деле. Но кроме, к сожалению, обывателя украинского и российского, которые умирают прямо вот сейчас на линии фронта за интересы конкретных, вполне, скажем так, коммерческих кругов и финансовых кругов в глобалистском измерении, если говорить, глобалистов Евроатлантики. Вот. Поэтому и сейчас происходящее по факту для обывателя выглядит как вот буквально завтра взлетают бомбардировщики, завтра открываются шахты, а на самом-то деле нет. Ну, больше того, позволить себе это Европа вовсе не может. Ну, потому что итог будет абсолютно очень быстрый и очевидный. Да? Прижатая в конвенциональном, предположим, смысле Россия, но, естественно, в рамках даже собственной доктрины нанесет удар. Вполне конкретный и понятный. Ничего с этим Европа поделать не сможет. Так они и не собираются. В том-то и дело, что они не собираются. А они собираются бабки распилить в очередной раз. Они собираются в очередной раз запустить механизмы провокаций, горячих точек по периферии, периметру даже, так скажем, России, ну, по крайней мере, там, где они отвечают за европейскую сторону, да, европейского континента, с целями, конечно же, раскачивания ситуации внутри России. Все виртуально. И главное, конечно же, не довести до вот этого состояния, когда просто прилетит орешник или еще чего-нибудь. Прилетит, причем в этот раз оснащенная, экипированная. Да, потому что история с Белой Церковью показала, что как бы и не экипированного достаточно, чтобы устроить там, скажем так, кашу из чернозема и французских вертолетов «Пума». Да? Поэтому все серьезно достаточно. Они все прекрасно понимают и понимают, что ходят по тонкой грани, но и не собираются ее переходить. А в данном конкретном случае это про те самые 60 миллиардов. Тут ведь, смотрите как, ведь хитрецы и клептоманы из Банковой, да, они ведь тоже придумали финт ушами, рассказывают про круговую оборону, строительство круговых оборонительных сооружений на Волыни, в Житомирщине. Мэр пригорода Киевского рассказывает про сплошные укрепления от Сум до Киева с его, естественно, участием, потому что городочек-то его стоит как раз с этой стороны. Про круговую оборону Одессы. Ну, конечно же, если ты хочешь украсть очередной миллиард, то нужно рассказывать про то, что война вот сейчас прям практически вспыхнет на границе с Приднестровьем. И надо строить круговые оборонительные сооружения. Причем в чем ведь хитрость? Мне рассказывают. Я уже несколько комментариев на этот счет давал. Вчера только Рада ратифицировала тот самый меморандум, да, по которому, давайте так, гражданская часть этого кредита выдается траншами в строжайшем соответствии с требованиями программы Ukraine Facility, подписанной в 2024 году до 2027 года на 50 евро, к которым теперь еще 30 евро миллиардов, естественно, прибавилось.
И там, ну там, конечно, смерть Кощеева для Зеленского и его веселого, развеселого кружка клептоманов, потому что требования жесточайшие для них, а еще попутно вместе с ними смерти для малого, среднего бизнеса украинского, для любой, ну скажем так, предпринимательской активности, для хоть какого-то остатка, какого-то суверенитета, да, правоохранительных органов, исполнительной власти, судебной ветви. Вот все там. Но есть ведь еще 60 миллиардов, где выписана логика, что это все перечисляется прямыми целевыми траншами. Смотрите, следите за руками, что называется. На вооружение, приобретение и производство вооружений. На боеприпасы, приобретение и производство. На инфраструктуру, на логистику и на масштабирование и увеличение самих производств как таковых. Естественно, здесь воочию видны интересы конкретного европейского самого разнообразного военно-промышленного комплекса. Чего придумали эти очумелые ручки на Банковой? Они придумали, что им сильно не хочется пытаться тягать картошку из огня, картошку, естественно, долларовую и евровую, да, в рамках глубочайшего внимательнейшего присмотра в рамках программы Ukraine Facility. Нет, они все равно будут воровать. Все равно будут воровать из гражданской части траншей для бюджета, но очень уж захотелось без всяких оглядок это делать, и поэтому логика следующая возникает. Вот все, что по фронтовой линии, да, фронтовые территории, там давно уже по их отчетам, подчеркиваю, отчетам, не по факту, все застроено оборонительными сооружениями. Все застроено. Начиная до конца 23-го, по большому счету, с 24 года. Эти кучи зубов Зеленского, тетраэдры бетонные, мы наблюдали, везде кучами сваленные, и кое-где поодиноки линии из них построены. Преимущественно такие, знаете, потемкинские. Не люблю это выражение, но как бы для обывателя понятно. Больше негде строить. Вроде бы все построено, все идеально, по отчетам, повторюсь. А вот теперь, нагнетая историю, ну там есть и дополнительный компонент, вокруг белорусского вопроса, да, вокруг приднестровского вопроса, начинает появляться горизонт возможностей, что мы сейчас на Волыне начнем, на Житомирщине начнем, Киевщине, ну там и так вроде застроено, на Одещине начнем строить круговые, то есть это огромные, на самом деле, по длине и глубине якобы оборонительные сооружения. И знаете, сколько они просят? Вот теми целевыми траншами в обход Ukraine Facility. Больше 2 миллиардов. Говорят, до 2,5 миллиардов просят по 26 году на это. И отчитываться как бы, вроде мы же построили, строим. Вот туда денежка ушла. Ничего личного, just business, по большому счету. Поэтому происходит все это нагнетание. А румыны что, дураки? Что румыны первое сделали? Срочно дайте нам деньги в рамках этого кредитования для того, чтобы мы тут укрепились. Что, дураки, что ли? Нет. Все хотят заработать. Прибалты там вот начинают какие-то 8 километров свои строить на границе с Россией. Понимаете? И денежки пилить. Что это должен только Rheinmetall или там Mistral Group французский зарабатывать? Или еще там производители Гриппин, или производство Lockheed Martin и Rivian европейский? Нет. Всякие джентльмены из Прибалтики или в Румынии тоже хотят свою долю пирога. Вот и происходят эти смешные вещи. Понимаете, просто мы вот в этой всей, когда если правда погружаться вот в эту сторону войны, тут действительно как-то немножко становится не по себе. Потому что, как вы сказали выше, там, получается, гибнут люди за то, что кто-то распилит какой-нибудь бюджетик, какой-нибудь траншик куда-нибудь, Да. куда-нибудь, что-нибудь. Украинцы гибнут именно за это. Именно за это продолжается война. Именно за это на улицах эти, полицаи, я по-другому их не называю. Полицаи в данном случае это именно нарицательная, а не должность или принадлежность к тем или иным правоохранительным органам. Полицаи эти вертухаи вылавливают мужичков и убивают часто их потом. Именно поэтому на фронте, в мясных штурмах народ гибнет. Именно поэтому они сидят завшивленные, заболевшие, заскорузлые в блиндажах без ротации по году. Именно поэтому бегут в СЗЧ. Именно поэтому любимыми правдами и неправдами пытаются откупиться. Если не получается, вон трупы только и вылавливают в Тисе или находят в горах. Потому что кто-то пилит бюджеты. И потому что у кого-то подгорает во всех частях тела, а особенно земля под ногами, что потом придется отвечать. Вот поэтому люди умирают, да. Поэтому старики недополучают чего-то там.
а будет еще хуже, гарантированно, денег на социалку у Украины не будет. Эти вот миллиарды все не про это. Там же специально оговорено, что в этих траншах, даже в рамках Ukraine Facility, деньги можно, но понятное дело, что именно об этом речь идет, выделять на зарплаты военным, на выплаты боевых и по ранениям, на выплаты погибшим. Ничего в социалку не попадет. Это значит, вот такая сияющая дыра именно в социальных программах. Это ничего не будет тратиться. Поэтому у нас по статистике, которую мы наблюдаем, смертность, понятное дело, из-за чего выросла, конечно, радикально выросла на Украине с 22 года. Но прикол еще и в том, что и смертность по возрасту возросла, и прилично возросла. Я разбирался с этим. Вот именно поэтому. Потому что меньше помощи, меньше внимания, меньше ухода, меньше какого бы то ни было присутствия государства социального в жизни этих людей, самых незащищенных групп. А убежать они куда-то от войны, уехать куда-то уже не могут, позаботиться о себе часто не могут. Поехать работать в Европу, пытаться получить там какие-то выплаты или в принципе устроиться не могут, вот и умирают. Так что это все совокупность того, что кто-то прикрывает свою пятую точку, а Б зарабатывает дурные деньги. Вот и все. Ну, как вишенка на торте, вот вы вчера там голосование упоминали, да, вот этот меморандум, Да, не меморандум, они сняли все налоги с дронов. естественно. Ну, то есть, Есть. любые налоги, там они и так платили, обходили это все дело, да, там это все, это очень коррупционно-генная история, вот это строительство дронов, вот эти, они сняли все. Этот Штиллерман, этот, который рассказывает там про проекты Фрея и все остальное, так он теперь может не И платить. здесь фамилия Наман, понимаете? Прости, господи меня. Слушайте, я в этой ситуации вспоминаю, может быть, не вполне корректную, не вполне релевантную, но прекрасную фразу из прекрасного же произведения Generation P. Солидный Господь для солидных господ. Понимаете? Вот тут есть бизнесы, которые для солидных господ просто. Вот эти все оборонные заказы, это для серьезных ребят. И вы, пожалуйста, своими покупками на 200 евро или сколько там, вы, пожалуйста, со свиным рылом в калашный ряд не лезьте. С этим всем своим мелочевкой этой. Тут люди серьезные деньги зарабатывают. Хлопцы занимаются серьезными справами. Понимаете? Конечно, какие налоги? Не на часе. Понимаете? Уроды. Уроды моральные. Смотрите, ну то, что... ну так это уродство должно же как-то закончиться. Мы почему запрыгнули с самого начала? Вот в Они эту... рассчитывают, что никогда, в том-то и дело. То есть должны закончиться деньги, они же имеют свойство кончаться, понимаете? Даже у вот этих европейцев, которые смотрят и наблюдают за всем происходящим, ведь я не верю, что в Европе не понимают всего комплекса проблем и ситуации в Украине. Конечно, понимаю. Слушайте, а помните из пленочек, так называемых Мельниченко, вот ничего себе я вспомнил, да? Это прям оговорка симптоматичная, да? Прям из разряда Ванги какой-то, да? В пленках Миндича, ну, там, в цифровом материале, вот этот диалог, что, ну, сейчас, если не приведи бог, война закончится, сразу контракты все отменяются. Это же, ну, это вот то, как они же, почему они сейчас как в три горла и как в последний раз воруют? Да потому что никогда больше в их жизни такой прекрасный шанс у них не выпадет. Никогда больше. Вот сейчас есть возможность, а потом же надо на 6 поколений вперед наворовать, понимаете? А война, не приведи бог, для них закончится. Вы что? Это ж горе. Это ж беда, если война закончится для вот этих упырей всех мастей, которые наживаются на этом. Для них, повторюсь, это и ответственность за все, что творили, и коррупционная ответственность. А желающих сделать их крайними и сказать, что это все они виноваты, а мы новые, прекрасные, новая власть будет с избытком, я вас уверяю. Уверяю вас. И это, вот эти упыри это прекрасно понимают, эти криптоманы. Поэтому, конечно же, эта музыка будет долго. Понимаете? Потому что они заинтересованы только в одном, чтобы война никогда не заканчивалась. По самым разным причинам. Сейчас вовсю трубят о том, что
У Украины лучшее положение на войне за все О, да, годы да. войны. Сейчас все рассказывают о том, что там, вот смотрите, дроны атакуют грузовики. Причем, знаете, это какая-то вот история, мне она напоминает чем-то. Я вот действительно попытался проанализировать вот этот момент, там, действительно ли перерезали сухопутный коридор, потому что Конечно. тысяча голов Геббельса, Зеленского, Да, 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 да. они прям поднимают эту тему, что все чуть ли там, ну, логистика, все стало, вот они. Ну, как-то ты ищешь логику, ты пытаешься нырнуть в какие-то моменты. Да, есть видео, их много, но это мне напоминает, помните, когда была пандемия, и там Мгм. любая зараза, любой чих, любой грипп, любая простуда, всем сразу ставили ковид, и это Да, все да, да. масштабировалось. Дроны летят, примерно эти middle страйки, я вообще в шоке, откуда взялась эта тема, потому что, ну, они и так летели там на 170, сколько надо километров. То есть с одной и с другой стороны. Дрон, Да. который сбивает дрон, это уже не новость для российской стороны. У российской стороны есть дроны-перехватчики, в украинской стороны. То есть, понимаете, то есть какая-то за этим какая-то игра. Виртуальщина. Виртуальщина. То есть вполне всерьез создается параллельная реальность. Она достаточно давно существует, но вот сейчас особенно за нее взялись. Связано это и с деньгами, связано это и с тем, что большинство нынешних правительств Европы, союзников, скажем так, Украины, они как раз подходят к периоду выборному, 27-28 год. И отчитываться перед своим избирателем придется очень серьезно. И ничем иначе не объяснишь необходимость еще 2-3 года содержать Украину, войну, будем говорить прямо, содержать, кроме как тем, что ну вот же мы же говорили, и вот оно теперь лучше. Да? То же самое и для Зеленского, который все еще мнит себя человеком, способным переизбраться на Украине. Да? А, хотя с тенденциями, которыми он ведет страну, это скорее как песенка про Петлюру. Да? В вагоне директория, под вагоном территория. Вот я чувствую, Зеленский доцарюет до вот этого состояния. Но, конечно же, ему нужно это все сейчас рассказать, что все это не зря. Все это не зря. А мне очень нравится наблюдение наших коллег, которые в развитии, кстати, тезиса Максима Аркадьевича Бужанского, да, он написал, какая круговая оборона, если вот как бы мы тут якобы рассказываем, что освободили какие-то 500 километров. Ну, понятное дело, что тут больше про коррупцию история. Обмен телами. Если верить Зеленскому и Сырскому, что они прям там что-то освобождали какие-то 500 километров, что прям чуть ли не контрнаступ где-то идет прям по руслу Днепра к югу от Запорожья. А почему тогда в этих обменах пропорция не изменилась? Ну, вы же теперь значит, тела за вами должны теперь оставаться, да? Если вы теперь наступаете. Была история, что да, Россия наступает, поле боя остается за Россией, поэтому Россия там кратно больше тел передает, в отличие, ну, по сравнению с Украиной. Но обычно раз в 10-20 больше. А часто что? Вы там что, освобождали 500 километров или не освобождали? Это все вранье. А смысл-то в том, что нет, нифига. Динамика снизилась, но на самом деле ничего не изменилось в пользу Украины. Более того, ситуация с мобилизацией и с кадрами только ухудшается. Да? И можно сколько угодно рассказывать про 35 тысяч погибших и раненых солдат России, про 50 тысяч в планах. Да все это чес колымский, как некоторые люди говорят. А факт налицо, что комплектация, даже вот такая изуверская, драконовская, гестаповская комплектация на Украине не позволяет перекрывать убыль. И ничего, кроме дронов, всю эту ситуацию не держит. А кризис ПВО, о котором, кстати, даже мы с вами в эфирах говорили не раз и не два за последние полгода, он наступил в полной мере. В полной мере. Теперь это уже общее место для всех, что нифига не перехватывается. Даже пресс-служба официальная Генштаба заявляет, что перехват там составит минимальную долю. Особенно по баллистике там, мне кажется, они просто рассказывают, что какие-то отдельные баллистические ракеты они перехватили. Вот по комплексной атаке по Киеву и округе, да. Там упомянут буквально единичные перехваты баллистики, а я думаю, что и их не было. По крылатам, наверное, статистика получше, да.
И смысл в том, что ситуация-то ведь никак не изменится. Единственное, сколько-нибудь понятная для украинского генштаба история с пополнением объемов ракет ПАК-3, это конец 27 года, 300 ракет от Германии, которая расширяет сейчас свое производство. Все, точка. И даже изменение ситуации в Конгрессе Соединенных Штатов не приведет к тому, что Штаты начнут со своих пентагоновских складов отгружать в адрес Украины ракеты ПАК-3. ПАК-2 не справляются с российской баллистикой. Совсем не справляются. Это мы даже не говорим про АИМ-120, АИМ-9, который тоже очень важный элемент ПВО, которого тоже нет. Это ближний средний перехват. И сам ПТИ-комплекс итальянско-французский, их всего 15 штук было комплексов произведено за все время принятия на вооружение. А АИСТ, объемы производства и очередность производства комплексов, ну, хорошо, если к 28-30 году позволит как-то нарастить присутствие. Вот Ну, приходится рассказывать про какой-то украинский дешевый аналог Патриота. Очередное нагибалово, давайте так скажем. почему тогда вот эта угроза будущего, ну, не позволяет, скажем так, принимать какие-то шаги, не запускает, а наоборот, ну, я так понимаю, что вот, послушав российскую сторону, американскую сторону, сейчас, да, вот в эти дни, в этот период, недели, как где-то так, да, мы видим, что переговоры просто, ну, заглушка закручена на Да этих их нет, переговорах. все. Ну, конкретно Рубио говорит, нет никаких переговоров. Последний визит, последний, ну, если угодно, переговоры по линии Киев-Вашингтон, это 7 мая, поездка Умерова в Штаты. Как мне сказать, совершенно провальная. Потому что была попытка рассказать, что вот теперь самый момент, Дональд ограничения, да. Как мне говорят, ответили, мягко говоря, не очень изящно. Умеров вернулся он несолоно хлебавший. Но и с тех пор вот только эскалация идет даже в заявлениях. С российской стороны заявления Пескова, Лаврова, да, и Ушакова. Попытки Европы что-то влиять на переговорный процесс или породить собственный. А по факту переговоров нет и не предвидится. Общение будет между Вашингтоном и Москвой? Будет. Но это уже без Киева. Без Киева и без Европы совершенно точно. И о чем-то своем совершенно точно. И решать украинский кризис как-то будут совершенно по-другому. А, повторюсь, накопившиеся проблемы, они не дают никакого будущего. Ни обороноспособности, ни даже институционального будущего вот этой вот всей конструкции под названием Вторая Украинская Республика. Беспокоит, я постоянно настойчиво повторяю, беспокоит это Зеленское и окружение? Да нет, нифига. Это наоборот повод вот с этими письмами дурными, подметными подыграть демократам, рассказать, что это Трамп во всем виноват, что нас тут накрывают, а накрывать будут. Для этого кто таким образом решает реальную проблему? Да никто таким не занимается. На деревне дедушки пишут письма. Никто этим не занимается. Это просто подстава электоральная для Трампа. Сказать, что Украину мочалят, потому что Трамп не дал ракеты. И демократы будут визжать в течение 4 месяцев об этом, уверяю. Вот до момента выборов. Ну да, Для брать, этого брать это письмо и цитировать, и... это и будет. Они будут его таскать из публикации в публикацию. Но смысл в том, что Пентагон захотел бы сейчас поставить эти ракеты, их нет. Они все расстреляли, а то, что есть, они вот так вот сидят, держатся, потому что если сейчас вспыхнет по новой, у них вообще уже ничего, у них томагавки, которые они там клепали десятилетиями, и то они в значительной степени их расстреляли. Что уж говорить про перехватчики ракеты. Пентагон захочет, и Конгресс скажет немедленно выйти, а у них нет, им нечего будет дать. Все, закончились эти ракеты в товарных количествах в мире. Поэтому решения проблемы украинской не существует ПВО. Ну, кроме Побасина, как Штиллермана, или как его там, Румпельштильхен, как этого зовут, хозяина Фаерпойнта. Гном этот, который Шрека обманул. Это вот же он, да, руководит. Ми-10 отъехал, да? Вот, теперь этот, ну, это же вранье. Они пусть он с Фламингичем разберутся, блин. Сколько там подтвержденных 23 пуска, из которых 2 что-то там зафиксировали, что куда-то что-то прилетело? Прекрасно. Во-первых, это никакая не сирийка, этот Фламингич. Во-вторых, эффективность применения ниже нижнего. Так они что там собираются? Рассказать, что мы сейчас миллиарды будем тратить на новые прекрасные дешевые украинские патриоты аналоги. Ну,
Тратить они будут. А будут эти патриоты что-то перехватывать, это второй. Ну, с другой стороны, давайте тоже так. Удар от себя Зеленский отвел. Ермак канул в лету, тихонечко в лес ушел. То есть, ну, дроны летят по России. Вот все говорили, дроны, да, там смеялись над этим. Нет, смотрите, все как бы поражаются, все Не, ну, вещь наращивается. неприятная, кто спорит. Вещь неприятная. Но опять же, Reuters заявляют, и украинская власть вторит за ними, что выведены из строя до 30% нефтеперерабатывающих мощностей России по производству бензина и дизеля, ну и других компонентов. Ну так это есть официальная для этого статистика, причем даже не российская, говорит, что это просто не так. И дефицита на рынке не существует. Есть дефицит, который периодически возникает, например, в таких изолированных колбочках, как Крым. Там периодически вроде бы были сообщения о том, что могли быть ситуативные дефициты какие-то, не более того. Потому что Крымский мост, потому что логистика все-таки по сухопутной части, которая... Нет, мидл-страйки не прервали логистику. Ну, элемент присутствует, и, наверное, не всегда гражданские перевозчики готовы сейчас вести там. Вот и вся история. Это не потому, что там стоп-игра и кран опущены, да, стоп-кран. Нет, это все брехня тоже. Но фактор присутствует. Поэтому в Крыму может, я даже не знаю, может быть, это и неправдивые были сообщения, я просто читал такие сообщения. Может быть, в Крыму и возникает. А в России нет дефицита бензина. Нет дефицита бензина, дизеля, керосина, мазута. Нету. Поэтому эти дипстрайки, о которых они говорят, ну, не надо преувеличивать их значение. Неприятно? До 100% неприятно. Заметно? До 100%. Но больше даже в морально-психологическом смысле. Да? Ну, вот и все. Смотрите, тут же мы сталкиваемся с очень интересной логикой. Я понимаю, что у нас все переплелось сейчас, да, и говоря с вами как там с политтехнологом, все равно мы касаемся военных целей. Вот когда там вот сухопутный коридор, самое лучшее положение Украины на войне за все годы, и все вот это вот Да, сейчас пойдем и захватим шапками, закидаем Беларусь, там вообще размотаем, это уничтожим. Отдельная песня, да. Понимаете, вот это все. И нам это все рассказывают, накачивают. Убьем Лукашенко, понимаете? Ну, вот это все. А ты смотришь, вот сегодня отчет Минобороны, вообще какие-то неожиданные села фигурируют как потерянные. Дипстейт их, ну, они с опозданием, конечно, идут, непонятная ситуация. Короче, идет все как идет. Да. И так бы ты сталкиваешься с реальностью, и вот с точки зрения, ну, давайте попробую я задать вам политтехнологии, да. Вот Зеленский у нас в Швецию поехал, рассказывает про самолеты, которые там дадут к концу года первые. 16 элементов рухляди, да. И пилотов, и все, и Гриппины, и все будет замечательно. А сегодня он сообщает, что готовится новый массированный удар, который мы только что обсудили, нечем отбивать, по большому счету. Зеленский за рубежом, у него, наверное, нарисуется еще какая-то встреча. А разведка говорит, вот день Киева, типа, будьте осторожны, и список населенных пунктов, кроме Киева, куда полетит. То есть всех предупредили, власть выполнила свою функцию. Зеленский смотался, да. Ну, то есть, как вы тогда оцените, вот, знаете, вот это там, Стефанишина, кажется, да, посол в США, давала интервью американцам, а там вот типа год прошел, ну, чуть больше, года прошло с визита в овальный кабинет, и тогда вот эта вот была фраза брошена, у тебя нет карт, там, да, ну, на Зеленского. А Стефанишина говорит, мы напечатали эти карты. Вот смотрите, как мы оценим тогда карту ударов по Киеву, массированных и отработки? Ну, давайте так. Совершенно очевидно, что логика в столь интенсивном применении изделий, да, возникла только сейчас, когда возник вот этот тотальный дефицит ракет-перехватчиков. Киев был всегда прикрыт максимально, да, ну, во много раз лучше, чем любой другой населенный пункт, контролируемой Киевом территории. Сейчас с фундаментальными проблемами по ракетной безопасности в этом появилась логика.
Прилетать в Киев есть почему, и много есть почему на самом деле. Киев именно поэтому был одним из ключевых объектов и по ВПК украинскому, да, и действительно и центры принятия решения, которые, ну, давайте так, понакрывали в последний раз в том числе, да, и важнейшие объекты под Белой церковью были накрыты. Вот, кстати, как раз по части малого ПВО вертолеты-перехватчики, которые прикрывали от ударных дронов, в том числе и правительственный квартал и важные объекты погорели там. Соответственно, ситуация будет только развиваться, вне всякого сомнения. Чего и сколько получает Украина, да, конечно же, понимает российская разведка и российское военно-политическое руководство. Когда и сколько чего есть, тоже прекрасно понимают. Алгоритмы принятия решения вот, в связи с этим тоже очевидны. Поэтому ситуация будет только ухудшаться. Будет только ухудшаться, но, повторюсь, мне кажется, совершенно, если брать политтехнологический аспект, их совершенно это не беспокоит. Совершенно это не беспокоит. Зато куда важнее для них эта история с Пантеоном и с Мельником и всеми этими делами, Коновальцем. Нет, ну она бьет как бы обраткой. Сегодня вообще Навроцкий вышел, сказал, там вручали Белого Орла, высшую награду Польши, Зеленскому. Заберите, да. Так я заберу. А чего? Не из-за Мельника? Не совсем. А он там присвоил почетное звание героев УПА какой-то бригаде Зеленского. Да. А это поляки увидели и сказали, не-не-не, какое УПА. А там еще и Лех Валенса высказался. Но смысл в том, что, мне кажется, Зеленскому окружению давно на поляков плевать. Вот плевать. Все, что они могли от Польши, они получили. Ничего нового они от Польши не получат уже. И они это прекрасно знают. И отношение там к так называемым друзьям и союзникам предельно циничное. Предельно циничное. Перестанут французы что-то помогать чем-то, забудут и про них. Будут и немцев крыть последними словами, как только немцы перестанут давать деньги и технику с вооружением. Ну, наверное, только против британцев они не смогут батон крошить, потому что это для них сразу очень быстро закончится очень плохо. Персонально. Вот. Поэтому я думаю, что плевать они хотели на Навроцкого, плевать они хотели на мнение поляков. Будут делать, что считают нужным, потому что боятся они только, на самом деле, праворадикальные круги, которые насквозь пропитали и ВСУ, и силовые органы. И они боятся переворота, они боятся правых радикалов. И вот в этой логике они делают очень важные для них вещи, как они считают. Создавая вот этот пантеон, продвигая этот нарратив, эту тему с возвращением этих всех останков. Для них это понятная история. Помимо всего прочего, там много других аспектов всей этой истории. Есть просто очень... Просто оккультщины всей этой, которая цветет буйным цветом не только на банку, это вообще в элитках украинских. Там много других аргументов. Есть просто, смотрите, Михаил, есть просто такой момент, вот все говорят правый поворот, да, вот этот переворот, сейчас вот эти какие-то радикалы придут. Я так вот как бы наблюдаю за этими отбитыми высказываниями вот такого рода товарищей, но тут же есть очень серьезный у меня повод думать, что если они придут, ну вот именно вот эти правые, которых боятся, то те-то гораздо быстрее закончат войну, чтобы сидеть и править, понимаете? И этот Донбасс со ждунами, да, вот этими, они вообще отдадут еще и приплатят, понимаете? И выкрутят это все. То есть мы видим только вот такие логические, такие симметричные, такие вещи. Нет, почему? Мы даже с вами не раз говорили, я говорил, что любой после Зеленского, да кто бы то ни был, будет партией мира. Именно в этой логике. Чтобы укрепиться в своей власти, чтобы сесть на транши по восстановлению. И любой будет искать поводов для дополнительной своей легитимности именно в том, что будет называть себя партией мира. Любой после Зеленского. Реально, ключевая причина войны и мира – это вот настроение очень узкого круга людей, которые боятся за наворованное, за свои жизни, за свою ответственность. Все очень просто. Очень узкий круг людей повинен в том, что война продолжается. Ну, плюс на Западе интересы. Западные интересы конкретно. Но без желания конкретного круга людей не на Западе, а вполне конкретно на Печерских холмах продолжать это все, никакой бы Запад не додушил, не додавил бы по части
продолжение войны, что называется, через «не хочу». Вот и все. Вы знаете, сегодня я хотел бы с вами тоже обсудить, немножко масштабируя ситуацию. Американцы, россияне, европейцы. Понятно, что Иран, который требует вообще убраться с Ближнего Востока американцев. Но тут есть очень классная временная история. Это чемпионат мира по футболу. Его как-то не вводят в политическую, дискуссию, а зря. Значит, потому что это очень важное мероприятие, и особенную важность этого мероприятия подчеркивает то, что, все видели, что это, провал. Провал. Такой, обычно это как? Это мировой праздник, да, это люди, это политика большая, ФИФА. И они смотрят провал. И они в последний момент вытащили беспроигрышный вариант, вот эту Шакиру, и она представила новый гимн Мундиаля. Там очень интересно, я очень жалею, что украинская команда не будет представлена на чемпионате мира. Там у нее песня называется «Дай-дай». Понимаете? То есть хорошая песня на самом деле. Это сценаристы «Квартала» писали наверняка, я уверен. Понятно, что там в переводе. В общем, спасают чемпионат мира, медийно это видно. И если они его спасают, это означает, что никаких сухопутных операций, никаких вот этих вот моментов. Хексит может сколько угодно бегать со своими солдатиками, тренироваться, отжиматься и говорить там, что вот мы готовы там всех поразить. В общем, до чемпионата мира не будет вот этих потрясений мировых вот такого рода, прям глобального, чтобы что-то кто-то не просто постреляли, ой, а перемирие есть. Но тут и вот здесь очень интересно, как выглядит и встраивается в это украинский вопрос. Может, поэтому так подгорает и у Зеленского, что он вынужден вежливо и учтиво с депутатиками там, и так далее, что есть запрос на, не то что паузу, а запрос на завершение и, вообще как бы, чтобы все было шито-крыто и спокойно на период Мундиаля. Слушайте, мне кажется, украинский вопрос как раз вот из-за океана видится достаточно далеким и дальним. Вот именно и далеким в географическом смысле, дальним с точки зрения значимости. То есть играть им медиа умеют, влиять на настроение через него умеют. Да, собственно, Трамп, избирательную кампанию, как минимум в одном из компонентов строил на угрозе Третьей мировой, которую разжигает Байден и его команда через украинский кризис. И демократы знают, как пороть Трампа и республиканцев через украинский кризис. Но по факту прямой экстраполяции на ситуацию вокруг Мундиаля и вообще на положение в мире не имеет эта история. То есть вот Ормузский пролив перекрытый, который и будет перекрыт в этой логике, о которой мы сейчас с вами говорим, вплоть до завершения Мундиаля, не будет решения никакого на самом деле, соответственно. Чтобы не спровоцировать эскалацию и не повлиять на медийный и важный репутационный Мундиаль, как для Трампа. Не будет ничего. Армуз будет перекрыт, а, соответственно, Мундиаль пройдет, а экономический кризис не пройдет. И топливный кризис не пройдет, а только разразится. Только разразится. На самом деле, в этом случае, это пауза, которая только ухудшает ситуацию. Им бы сейчас как-то разрешить все это, хоть о чем-то договориться, но не похоже, что договорятся. И вы правы, Мундиаль влияет. А Украина – это тупик. Влияет ли украинский кризис на мировую экономику? Да нет. Насколько важен фактор, давайте так, аграрного экспорта России, в смысле и России, потому что это тоже порты, которые тоже страдают. Но в первую очередь Украина. Насколько важен фактор украинского аграрного экспорта для общемировой ситуации? Наверное, заметен, но очень локально, в локальных регионах и рынках. И по локальным продуктам, например, по той же подсолнечному маслу, которое не является ключевым продуктом, на самом деле, на мировом рынке, да, выполняющим ту же функцию. Прокат и руда украинские влияют, да там микроскопическое влияние, на самом деле, на рынке. А на чем еще влияет? Газотранспортная система. Это конкретная проблема Словакии и Венгрии. И все, по большому-то счету. Поэтому кризис украинский, он перестал сколько-нибудь влиять. Больше того, история с российским углеводородным экспортом влияет? В определенной степени, конечно же, влияет.
Настолько ли велик урон от этих дипстрайков украинских, чтобы говорить, что серьезно пострадал российский и сократился российский углеводородный экспорт, чтобы повлиять еще и на мировой рынок? Да нет, скорее тут реакции эмоционального порядка влияют на ценовые котировки на рынках. Что удары по нефтяно-наливному терминалу в Туапсе где-нибудь, сразу там сказать, ой, меньше нефти будет на рынке. Да? Потому что Армуз-то закрыт, и взяться и неоткуда. А еще там индусы процентов на 70 нарастили объем потребления российской нефти. И Китай минимум на 30%. То есть ее на рынке она свободно и не появилась. Для, например, Юго-Восточной Азии, которая сейчас... Вот главный кризис в Юго-Восточной Азии, на самом деле, происходит топливный. Он доберется и до Европы в полный рост. Так Россия и не грузила уже нефть в серьезных объемах. Поэтому нет, украинский кризис связан с общей повесткой экономической и политической? Безусловно, связан. Будет ли какая-то история, когда Зеленскому скажут, ты должен точно остановиться? Нет, не будет истории. Не будет такой истории 100%. Поэтому, пожалуй, это тупик политический, геополитический. Значит, еще один вопрос я хотел бы с вами обсудить, и мне кажется, он, собственно, показателен в моменте гражданского раскола, который сейчас, в общем, происходит. Все вот только-только отходят от коржа в Бухаресте, поперли же там, кто может выезжать, да, то есть все поперли на коржа, то есть там, да, вот это, на концерт. И как бы и россияне, и украинцы, это все, знаете, вот это все перемешалось. Сегодня там гуляет видео, как девочка, гимнастка украинская, завоевала там серебро, а российское золото. И она во время награждения, украинка, наушники одела, глаза закрыла, в общем, чтобы, не видеть, как звучит гимн России, а их... Чтобы под отмену не попасть, чтобы не попасть под отмену гарантированно. Так вот, отмена, в принципе, сегодня настигла Таисию Повалий. Вот такой. Да, в Украине приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Она живет в России, получила там гражданство, у нее забрали все права на ее песни. Винницкая прокуратура доказала в суде, что бывшая народная артистка Украины, народный депутат от партии регионов, после 14-го выехала в Россию, где принимала участие в пропагандистских мероприятиях, оправдывала агрессию, распространяла антиукраинские нарративы. Это зачитал решение. Да. Вроде бы, знаете, скажем так, все привыкли, да, там, мельник, сжигают мосты полностью. Да. Гонениям вот все подвержены. Но это же какая-то яма, которую ты роешь себе. Потому что вот вы же видели, например, там Потап и Настя, например. Они говорят, нет, мы никогда не будем петь на русском языке. Не, нормально все. Они, во-первых, воссоединились. И уже там на декабре... называется. На декабре концерты уже, понимаете, все по-русски. Сколько будет вот это все продолжаться и догонять? Пока все не рухнет. Слушайте, я говорил не один раз в наших эфирах, я не вижу жизнеспособность Второй Украинской Республики именно в силу вот этого всего. Самого разного характера, самых разных проблем, которые накопились. И мне кажется, под этим весом это просто уже никогда не выстоит. Что до Таисии Повалий? Слушайте, как в том анекдоте про Рабиновича. Когда меня нет, они меня могут даже побить, понимаете? И чё? Вопрос только в том, что в мозгах-то воспаленных на Украине это живет у людей. И люди думают, что так тоже очередная перемога, что называется. Но на самом деле просто следаки просто отчитались по завершению дел и все остальное. Получили премии. Привет, называется. Ничего более. Самой Повалий для ее концертной деятельности ни холодно, ни жарко совершенно. Вот и все. Слушайте, я говорил, что не может антисистема жить бесконечно. Она сама себя пожирает. Вот то, что происходит сейчас с Украиной, со Второй Украинской Республикой, это антисистема, которая сама себя пожирает. В отмене, отрицании всего отрицается сама вообще будущее и сама жизнь. Может быть, это пафосно звучит, но послушайте. Это все ведь, я как политтехнолог вам скажу. У нас всегда
в числе прочих замеров, непубличных, были так называемые ожидания. Так называемые, почему не публичных? Потому что так-то самые разные исследования, они, конечно же, учитывают вопрос, а что вы ждете по части бизнес-активности, чего ждете, улучшится или ухудшится ваша жизнь, это понятно. Есть набор абсолютно конкретных маркеров по ожиданиям, которые касаются вообще, в принципе, настроений, связанных с местом, связанных с деятельностью, связанных в том числе и с политической и общественной реальностью. И вот если ты живешь погруженным в глубоко вот эту измененную реальность постоянно, то есть у тебя два пути. Или в нее встраиваться, чтобы не быть белой вороной, или если вокруг все белые вороны, ты уходишь во внутреннюю эмиграцию. И та, и другая история, когда ты начинаешь жить виртуальной жизнью, приобщаться к виртуальной жизни, которая мало связана с реальностью, с реальными успехами, с реальным происходящим, ты, в конечном итоге попадаешь в катастрофу, жизненную. А если ты уходишь во внутреннюю эмиграцию, ты исчезаешь для этого государства и перестаешь для него существовать. А государство — это все-таки, как странно ни звучало, это люди. Это налоги, это присутствие, это вовлечение, это вот жизнь сама. Я сейчас большими такими широкими мазками говорю, ровно для того, чтобы понимать. Территория, я ее даже Украина уже не готов называть, это территория, которая контролируется Киевом, потому что, это намного шире, наверное, то самое понятие, да, вот постсоветская Украина, бывшая советская Украина, бывшая УССР, это шире понятие сейчас уже. Вот эта территория, которая контролируется Киевом, она находится в глубоко измененном состоянии, она находится погружена в глубоко виртуальную информационную реальность, которая вообще уже никак не корреспондирует, не пересекается. История с Коржем тому подтверждение. Не пересекается вот с реальной плоскостью. От этого постоянно, на самом деле, огромное количество людей с психическими заболеваниями, огромное количество людей, находящихся в посттравме, огромное количество людей, находящихся в тревожных расстройствах и депрессиях. Оно не жизнеспособно. То есть это все антисистема. То есть нету коллективного взаимодействия, направленного во благо. Если нет позитивного сценария у всего этого, не кружевные же, трусики и ЕС, которые уже прямым образом вам говорят, ассоциативное членство, будете сидеть за столом и хлопать в ладоши. Но это же обыватель слышит, это полностью не корреспондирует с той реальностью, которую он получает из виртуальщины этой всей, да, из этого облака. С другой стороны, гробы, с другой стороны, прилеты, с другой стороны, Цены. Да. То есть, человеческая психика не выдерживает. Повторюсь, два варианта. Встроиться, но встраивание, если только ты не предельно циничный и не косишь бабло на всем этом. Встраивание приводит к тому, что в конечном итоге реальность с тобой встретится, и ты на этом резонансе с реальностью, когнитивном диссонансе реальности, ты просто в катастрофу попадаешь, морально-психологическую или просто там жизненную. Либо, если ты во внутренней миграции, если ты не можешь свалить, ты исчезаешь. Но, скорее всего, за редким исключением, если там не брать пенсионеров и тому подобное, пенсионеров, которые не могут, зависит от детей, а детей, позаботишься о них нет уже, да, ты просто выйдешь. Если не выйдешь, ты останешься здесь и просто умрешь. Это, Потому что территория это куда менее интересна, даже самой захудалой европейской страны. Куда менее интересно. Чего сюда ехать называется. Соответственно, я не вижу совершенно никакой почвы даже, чтобы предполагать какое-то будущее всего этого. Это антисистема, которая пожирает сама себя. Просто. Она просто себя уже даже не поддерживает. И к числу людей, которые довольны всем, наверное, относится 0,2%. И все. Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, берегите себя. Увидимся обязательно. Добра и света. Скоро.